Всем привет! Вот такие вот булочки с начинкой я сегодня пекла на полдник к чаю из своего любимого сдобного теста на закваске. Тесто роскошное, и оно стало моим практически самым любимым. Не буду давать ссылку на рецепт этого теста, а просто очередной раз повторю процесс его приготовления. Для опары я откладываю 80 грамм стартера 50% влажности. Добавляю к стартеру 40 мл воды. Сюда же выкладываю 80 грамм пшеничной муки высшего или первого сорта. Сначала все хорошо перемешиваю, а затем перехожу к замесу теста. В результате должен получиться вот такой вот шарик теста. Это и есть наша будущая густая опара 50% влажности. После того, как опара пролежит в миске под закрытой крышкой часов 8-10, она созреет, и на ней можно будет уже замешивать тесто. Обычно опару для хлеба я ставлю на ночь. А к утру она у меня уже вот такая вот, на пике своего созревания, вся пористая, вся в пузырьках газа. Состав ингредиентов для приготовления такой опары из закваски стартера 100% влажности я укажу в описании под видео. Выкладываю опару в дежу тестомеса, добавляю к ней воду. Воду можно заменить молоком, выпечка будет более нежной. Добавляю яйцо. Добавляю растительное масло, у меня оливковое. Растительное масло можно заменить на размягченное сливочное в таком же количестве. Добавляю сахар, соль, просеиваю муку. Замешивать тесто буду в тестомесе минуты 3. Вручную понадобится на это времени несколько больше. Вот такое получается тесто. В процессе замеса я его ничем не корректировала. Тесто получается мягкое, эластичное, к рукам совершенно не липнет. Такое тесто даже в руках приятно держать. И выпечка из него получается просто отменная. Выкладываю тесто в миску, немного смазанную растительным маслом. Обязательно его накрываю и оставляю на расстойку часа на 3. Тесто растаивалось у меня немного больше, чем 3 часа, увеличилось в объеме более чем в 2 раза. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Тесто округляем, делим его на 12 равных частей. Каждую часть скатываем в колобок. Каждый колобок разминаем в небольшую лепешечку. В середину лепешечки выкладываем чайную ложечку любой сладкой начинки. Это может быть варенье, джем, повидло, абсолютно из любых ягод, фруктов. У меня это мое домашнее варенье из тыквы с абрикосами. Видеорецепт этого варенья я еще не делала. Начинку заворачиваем в лепешечку таким образом, чтобы получился такой своеобразный мешочек с узелком. Узелок нужно очень хорошо закрепить, чтобы начинка во время выпечки не вытекла. Вот такая вот получается заготовка булочки с начинкой внутри. Выкладываем заготовки на противень, швом вниз, накрываем и оставляем на расстойке часа на 1,5. Перед выпечкой смазываем заготовки желтком, смешанным с небольшим количеством воды. По желанию посыпаем наши будущие булочки кунжутом. Отправляем булочки на выпечку в хорошо разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию минут на 20-30. Процесс выпечки обязательно контролируйте, время выпечки рассчитывайте, исходя из особенностей вашей духовки. Вот такие получаются булочки, очень мягкие, нежные, тесто просто отличное. Посмотрим, какие булочки внутри. Корочка тонкая, тесто пористое. От булочек исходит просто потрясающий аромат. Испеките себе такие булочки, рекомендую. У них только один недостаток, они очень быстро улетают со стола. Всем пока и до встречи на моем канале.